Почему большинство людей не могут видеть правду, даже когда она бьет их по лицу? За последние десятилетия человечество переживает, казалось бы, эпоху беспрецедентного доступа к информации. Интернет, социальные сети, цифровые библиотеки — все это создает иллюзию открытого мира, в котором правда должна быть доступна каждому. И все же парадокс в том, что истина не становится очевиднее. Более того, создается впечатление, что большинство людей как будто сознательно отворачиваются от нее, даже когда она буквально бьет их по лицу. Автор размышлений, о которых идет речь, честно признается, за последние годы он разработал и отбросил множество теорий, пытаясь понять, почему это так. Наиболее распространенное объяснение — люди не хотят видеть. И в этом есть глубокая правда, которая восходит к одному из самых сильных человеческих инстинктов — инстинкту психологического самосохранения. Когда человек сталкивается с истиной, которая угрожает его представлению о себе, о мире, о моральных нормах или о справедливости, его психика почти автоматически начинает защищаться. Эта защита принимает форму отрицания, рационализации, агрессии или полного отключения внимания. Это не слабость как таковая, это способ ума сохранить свою целостность. Правда может быть слишком болезненной, слишком разрушительной для устоявшихся когнитивных структур. Эту идею метафорически развивает Дон Харкинс в своем эссе 2001 года, где он пишет: 90% всего человечества будут жить и умрут, так и не прорвав первую завесу. Харкинс описывает 9 завес, которые отделяют человека от подлинного понимания действительности. Первая завеса — это занятость выживанием, работа, семья, счета, рутинные заботы. Уже она способна полностью поглотить внимание человека. Дальнейшие завесы — это слои манипуляции, пропаганды, культурных мифов, личных страхов, коллективных иллюзий. И, по его наблюдению, только менее 1% людей когда-либо добираются до глубинной правды, проходя через все эти завесы. Почему же так? Возможно, истина — не просто информация, а инициация. Она требует не просто прочтения статьи или просмотра видео, а внутренней трансформации. Человек, действительно увидевший правду, не может остаться прежним. А большинство из нас не готово меняться. Нам комфортно в своих иллюзиях. Они дают нам ощущение контроля, защищенности, принадлежности к обществу. Правда же часто холодна, одиозна, требует действия. И она может изолировать. Кроме того, стоит учитывать и социальную динамику. Истина редко поощряется большинством. Наоборот, общество часто коллективно подавляет неудобные знания, называя тех, кто их распространяет, сумасшедшими, заговорщиками, экстремистами или просто слишком умными. Такое отношение обеспечивает стабильность системы, но делает поиск истины социальной самоизоляцией. И, наконец, сама природа истины усложняет дело. Правда часто нелинейна, многослойна, требует критического мышления и способности удерживать противоречия. В мире, где преобладают поверхностное мышление и клиповое восприятие, такая правда теряется среди шумов. Итак, большинство людей не видят правду не потому, что они глупы или слепы, а потому что видеть больно, страшно и требует мужества. Каждому человеку дана свобода выбора — остаться в безопасной иллюзии или шагнуть в пугающую, но освобождающую неизвестность. Первый путь — массовый, второй — одиночный. И именно поэтому тех, кто действительно видит, так мало.
Why can't most people see the truth, even when it slaps them in the face? In recent decades, humanity seems to be living in an era of unprecedented access to information. The internet, social media, digital libraries, all of this creates the illusion of an open world, where truth should be available to everyone. And yet, paradoxically, truth has not become more obvious. On the contrary, it often feels like most people deliberately turn away from it, even when it's slapping them in the face. The author of the reflections in question openly admits, over the past few years, they've created and discarded many theories trying to explain why this happens. The most common explanation? People simply don't want to see. And this speaks to a deep human instinct, the instinct of psychological self-preservation. When a person is confronted with a truth that threatens their worldview, their sense of self, or their idea of morality or justice, the mind almost automatically defends itself. This defense takes the form of denial, rationalization, aggression, or complete emotional disengagement. It's not necessarily weakness, it's the mind's way of protecting its integrity. Truth can be too painful, too disruptive to our well-established cognitive structures. This idea is metaphorically explored by Don Harkins in his 2001 essay, where he writes, 90% of humanity will live and die without ever breaking through the first veil. Harkins describes 9 veils that separate a person from truly understanding reality. The first veil is simple survival, work, family, bills, daily worries. That alone is enough to absorb a person's full attention. The further veils consist of layers of manipulation, propaganda, cultural myths, personal fears, and collective illusions. And according to Harkins, fewer than 1% of people ever break through all 9 veils and reach deeper understanding. Why is that? Perhaps truth is not just information, but initiation. It doesn't just require reading an article or watching a video, it demands internal transformation. A person who truly sees the truth can never remain the same. And most of us are not ready to change. We are comfortable in our illusions. They give us a sense of control, safety, and belonging. Truth, on the other hand, is often cold, uncomfortable, and demands action. It can also isolate. On top of that, there's a powerful social dynamic at play. Truth is rarely rewarded by the majority. In fact, societies often collectively suppress uncomfortable truths, labeling those who speak them as crazy, conspiracists, extremists, or just too smart for their own good. This kind of social response ensures systemic stability, but turns the search for truth into a path of solitude. And finally, the nature of truth itself makes things harder. Truth is rarely linear. It's multi-layered. It demands critical thinking, and the ability to hold contradictions. In a world dominated by shallow thinking and fragmented attention, such truth is easily drowned out by noise. So, most people don't see the truth, not because they are stupid or blind, but because seeing is painful, frightening, and requires courage. Each person is given a choice: remain in the comfort of illusion, or step into the terrifying but liberating unknown. The first path is crowded. The second is lonely. And that's exactly why so few truly see.